Ты реально хотела увидеть, как сталкивается электронный пучок с позитронным? Да. Как ты это собиралась увидеть? Это же невозможно. Ты же мне обещал показать это. Все персонажи немного выдумывают. Все-таки они немного персонажи. Хай, Хелен. Вот не думал, что ты испугаешься темноты и мороза и не пойдешь снимать ночной академ. Я думал, ты будешь как Бриджит Джонс, ничего не понимающий в теме, но деятельный и настырный. Ты же так хотела посмотреть столкновение встречных электрон-позитронных пучков, а в академии это можно сделать только ночью. Я знаю где. Ну, что ж, мы же работаем командой. В этот раз ты будешь продюсером, выбирать тему, место, куда поставить камеру. Я опять как Билл Мюррей, не сурка. Кстати, я посмотрел. Там его звали Фил Коннорс, а Энди Макдауэлл играет Риту Хансон. Ну ладно, пойду. Я уйду и вернусь, как велите мне вы. Надеюсь, я буду лучшей версией Фила Коннорса. Институт ядерной физики. Здесь проводят эксперименты на ускорителях со встречными электрон-позитронными пучками. Ускоренные пучки сталкиваются и рождаются новые частицы, которые, конечно, глазом увидеть нельзя, а только специальными приборами. Но чтобы обычные люди понимали, что здесь происходит, физики сделали вот такую подсветку на институте. Вот синий пучок, допустим, электронов сталкивается с ускоренным зеленым пучком, условно, позитронов, и в середине рождаются новые частицы. Свести такие пучки очень сложно. Говорят, это как если бы английский Робин Гуд выстрелил из лука с земли, и одновременно с ним его брат анти-близнец выстрелил из такого же лука с Сириуса. И почему-то их стрелы столкнулись. Гравитацию не учитываем, но подправлять, наверное, все-таки можно. Вот такая здесь интересная подсветка. Иван Солнцев специально для Хелен Будев. Ну, сейчас еще на основную камеру поснимаю, вдруг тебе пригодится. Надо пройтись и посмотреть, какая еще есть красивая подсветка в академии. А я знаю, что есть. В путь. Это вычислительный центр. Когда-то давно, когда еще не было персональных компьютеров, ученые могли приходить сюда и запускать свои программы в поисках ответа на вопрос, на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Наверху записан в двоичной системе год открытия вычислительного центра. Здесь. Ну, насколько хватило 8 бит. Что там сейчас, я не знаю. Может быть, до сих пор 8-битные системы. А может, уже Skynet вовсю работает. Skynet, если ты меня слышишь, будь добрее к людям. Иван Конноров специально для Хелен Будев.
светящимися столбами. Конечно, не дорога из желтого кирпича, но все равно красиво же. Нет, определенно, зря ты не пошла ночью спать. Проходили здесь днем, когда к мыши шли, но совсем же по-другому все было. Вот огни возле Института цитологии и генетики. И ЦИК. Это всем известное здесь краткое название Института цитологии и генетики. Чтобы понять, чем здесь занимаются, нужно быть большим специалистом или хотя бы заглянуть внутрь. А обычным людям снаружи известно, что здесь вывели одомашненных лис. То есть лис без агрессии к человеку. Вот даже памятник есть. Академик Дмитрий Беляев с такой одомашненной лисой. Было время, когда в одной юмористической телепередаче часто вспоминали НИИ цитологии и генетики. Обычно шутки были про то, что в результате экспериментов ученые опять получили какое-то странное существо. Но это был просто юмор. Совсем не так, как про британских ученых, когда реальные исследования кажутся шутками. Иван Криков специально для Хелен Будер. Иду один по ночному городку, по зеркальному мосту, вдоль дороги на Луну. К тебе. Нет, Хелен, пока еще не к тебе, потому что если уж иду по ночному городку, по ночному академу, то надо дойти до памятника человеку, идущему по ночному городку, автору этой песни. Иду. Каменные джунгли добрались до академа. Пока их здесь, конечно, немного, но время свое возьмет. Если непонятно, университет вот там. Ну вот он, и памятник. Издалека кажется, что просто стоит какой-то человек. Сбоку, конечно, понятно, что он идет. Но и опять расскажу в твоем стиле, на память. Кастет в черном воздухе блеснул, и я тут же утонул в непроглядной пелене, в беспросветной темноте. А я... Это памятник Михаилу Зуеву, лидеру группы Иван Каев и автору песни о человеке, который идет по ночному академу. Герой песни получил кастетом по голове. Как теперь говорят, это были 90-е. Но сейчас Данила Багров сказал: «Я же не знал, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно. В академии можно гулять везде и в любое время». Еще из песни. За траву рукой держусь, за цветы рукой держусь, поднимаюсь и сажусь, и качаю головой, живой. За цветы рукой держусь. По этому памятнику
сделали руку, которая может держать цветы. Я ночью и без цветов, но вы, если будете в академии, обязательно принесите сюда цветы. Иван Никайфов специально для Хелен будет. Ладно, пора возвращаться. Теперь уже точно иду к тебе. Ну все, я вернулся. Снова возле дома твоего. Нет, определенно, Хелен, зря ты не пошла снимать ночную академию. Все бы так ладненько получилось. Встречные электрон-позитронные пучки. Прогулка вдоль дороги на Луну. И совсем немного случайных прохожих. Ну, как случилось, так случилось. Желаю тебе стать как Бриджит Джонс, или как Фил Коннорс, или как Рауль Дюк, который Джонни Депп, который твой любимый Хантер Томпсон. Ну, сейчас вышлю тебе видео со столкновением пучков, и потом, когда уже улетишь домой, кое-что еще. Можешь показывать друзьям, пусть завидуют. Ну и попрощаюсь словами Бриджит Джонс. Снова в студию. Ну, я вот прислал там видео тебе. Смотри. Подсветка Яфа. Синенький пучок электронов сталкивается с зелененьким пучком позитронов. И в центре происходит событие рождения новых частиц. Вот еще раз. Вот. Сейчас совсем ярко разгорится. Ну такое вот сделали местные физики, чтобы простые люди типа тебя понимали, чем они там занимаются. Я начала понимать немного.